Всем привет! Сегодня мы будем делать замечательную тигровую лилию с помощью зефирного фоамирана оранжевого цвета. На самом деле вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится. Я решила сделать оранжевенькую лилию. Вот у меня есть молд лилейный, он включает в себя 3 компонента, листья эти 2, но мы будем использовать только этот для лепестков, и вот такой вот зелененький для листьев. Далее будем использовать иранский фоамиран 1-миллиметровый оливковый. Это, кстати, зефирный, тоже 1-миллиметровый. Также нам понадобится для ствола вот такая плотная проволочка, у меня 12 миллиметров. Ну, если есть 10, возьмите поменьше, тоже будет удобно. Также проволочка 0,6 миллиметров у нас будет. Далее нам понадобится вот такой кусочек наждачной бумаги. У меня на 100, ну, то есть самый небольшой такой зернистости. Обязательно используем флористический рукав, вот небольшой кусочек для одного ствола. Далее нам понадобится масляная пастель для окрашивания, масляная мунгьё, вот такая, красная номер 200, оранжевая номер 207, светло-зеленая 227 и темно-зеленый наш любимый оливковый темный 232 номер. Также нам понадобится вот такая вот флористическая пудра флоковая, у меня желтого цвета. Если у вас есть коричневого цвета, то это просто идеальный вариант. Если нет, то можете взять любой светлый цвет. И вот у меня тоже есть Mungyo Gallery, это уже сухая пастель коричневого и черного цвета. Я ее немножечко намешаю, и желтый превратится в коричневый. Вот. Далее нам понадобится лайнер, это обыкновенный фломастер с тонким пером. И небольшие кусочки белого зефирного фоамирана 1-миллиметрового. Можно взять уже вот для повторного использования, тот, который вам не понадобился, но кусочек есть. Либо вот такие небольшие отрезки, я уверена, они у мастеров у всех есть. Я вот их храню как раз для таких случаев, чтобы ничего не пропадало. Так, далее, что нам еще нужно будет? Это светло-зеленая тейп-лента. Ну, можно использовать эту, можно использовать меньшим, получается, размером, ширину, если найдете. Но в целом можно использовать и эту. Акриловый лак, ну, у меня обычный лак для ногтей, вы уже это знаете. Ножницы, клеевой пистолет, стержни и утюг. В общем-то, вот и все, что нам понадобится для изготовления прекрасной лилии. Заметьте, никаких покупных тычинок и пестиков нам здесь не понадобится, мы все сможем сделать сами. Первое, что мы сделаем, возьмем небольшой кусочек зефирного фоамирана оранжевого цвета и вырезаем по молду с небольшим припуском. То есть здесь у меня примерно 5-6 сантиметров. Я режу полосочку. Она как раз таки мне на 2 лепесточка будет хорошо. Конечно же, мы все это будем использовать с помощью губки и работать с молдом. Итак, как же я это делаю? Я наношу пастель на весь молд. У меня 2 цвета. Я хочу сделать буквально двухцветный. Можно сделать одноцветный. В принципе, без разницы. Но мне кажется, такой эффект будет интереснее. Наносим аккуратно. Старайтесь не затекать во все эти прожилочки. Так только, чтобы было сверху. Так, хорошенько, обильно, потому что пастель все равно не так сильно передается. Для этого сейчас расскажу, что нужно будет делать. Итак, берем нашу заготовку. Кладем на губочку, далее на несколько секунд на утюжок. Прям хорошенечко разогреваем фоамиран, потому что если он будет, ну, чем горячее он будет, тем лучше передастся пастель. Далее переносим молд, хорошенечко зажимаем, чтобы все передалось. И вуаля! Вот такой классный эффект у нас получается. Пробуем снова. Здесь уже сразу наносить не нужно пастель. Будете смотреть по интенсивности передачи. Если уже совсем не видно, если уже совсем не видно пастель, ну, соответственно, нужно будет подкрасить. Вот такая красота получается. Таким образом обрабатываем все 6 лепестков, так как у лилии лепесточков 6. Пока здесь у нас рядышком молд и оливковый фоамиран, я тоже порезала на небольшие полосочки, заранее заготовила. Соответственно, мы вырезаем и начинаем отпечатывать листья. В зависимости от длины ствола нам понадобится 6-8
листочков. Они будут располагаться друг напротив друга. Поэтому смотрите, сколько вам нужно будет сделать для одного стебля лилии. Они довольно близко друг к другу расположены, поэтому 6, 8, а то и 10. Это только на одну лилию. Так. Вот хороший отпечаток у нас получился. Далее мы уже затонируем нашей масляной пастелью. Вернемся к нашим лепесткам и просто начинаем вырезать по молду, оставляя в нижней части вот здесь, ну, примерно 5-6 миллиметров. Это нам обязательно будет нужно. Вырезаем под уголок, вот здесь, видите, и далее уже по молду. Здесь ничего сложного нет, просто вырезаем по молду. Видите, какой интересный эффект акварели получается при таком способе тонировки, как будто бы мы разлили акварель. Поэтому мне очень нравится этот способ. Вырезали. Угу. Ну и так далее. То есть нам понадобится 6 лепесточков. Мы вырезаем их по молду. Давайте еще раз. Под уголочек. Дальше по молду. 5-6 миллиметров внизу оставляем. И дальше уже просто вырезаем. Ну и здесь тоже под уголочек получается. Вот такой угол обязательно у нас должен получиться. Продолжаем тонировку. Берем самый темный красный цвет, 200 цвет. Аккуратненько наносим на пастель и проходимся обязательно по всему торцу вот такими движениями. Это придаст яркости нашим лепесточкам. Обязательно проходимся. И на вершине вот здесь мы очень обильненько окрашиваем, чтобы здесь был такой яркий акцент. Далее переворачиваем и очень легкими движениями просто придаем небольшой оттенок. Все, вот таким образом мы окрасили наш лепесточек. Поехали дальше еще раз. Проходимся по торцу аккуратно. Этот способ тонировки может быть под любой цвет. Если вы возьмете желтый, соответственно, вам надо будет по краю пройтись более желтым цветом. Например, у вас там лимонная лилия. По краю вы проходитесь цветом, который чуть-чуть на полтона темнее вашего основного. Это обязательно. Ну и, соответственно, также прокрашиваем с обратной стороны. Обрабатываем таким способом все остальные лепесточки. Следующий тоже не менее интересный элемент я вам покажу по тонированию. Это нам нужно будет прокрасить центровую прожилочку зеленым цветом. Если мы будем красить самой пастелью, то это будет неаккуратно, поэтому мы прибегнем к ножницам не совсем в прямом назначении, скажем так. Итак, я уже проделала небольшое отверстие. Пастель мягкая, поэтому это очень легко и быстро. И наношу максимально много пастели на кончик ножниц. Вот так. Если пастель свежая, то у вас не будет никаких комочков. А если она уже подсохла, ну то комочки появляются. Итак, наносим вот таким образом. Просто прижимаем к центральной прожилочке, чуть ниже середины лепестка. И проходимся. Вот она очень хорошо остается. Это делать легко. На весу не так удобно, но я вам покажу. Вот таким образом аккуратненько проходимся и прорисовываем центровую зелененькую прожилку. Это дает яркость
нашему лепесточку. Ну и, конечно, реалистичность. Точно так же поступаем с остальными лепесточками. Прикладываем и проходимся. Старайтесь не нажимать, потому что при нажиме можно здесь проделать отверстие. То есть ножницами можно даже прорезать, потому что они остренькие, а фоамиран уже истончен. Поэтому аккуратно, не торопитесь. Сдуваем лишнее, потому что это все-таки пастель. Она всегда может окраситься лишним зеленым пятном, а нам это не нужно. Последний раз показываю. Так, проходимся. Хорошенечко прорисовываем, чтобы зеленый след центровой прожилки было хорошо видно. Вот такая красота получается. Итак, следующий шаг тонировки, окрашивания у нас будет придание листьям вот таких вот черных пятен. Можете делать это коричневым карандашом, фломастером или черным. Здесь без разницы. Главное, чтобы он хорошо ложился на фоамиран и далее не выцветал. Поехали. Что нужно сделать? Обязательно начинаем снизу, так как здесь в нижней части у нас сконцентрированы эти черные пятнышки. Они как раз от пыльцы, которая падает. Все знаете, что пыльца от лилии очень прилипчивая, и от нее потом невозможно отстирать вещи. Так вот, она вот здесь вот концентрирована, и дальше уже уходит на нет. Вот покажу поближе. Вот здесь больше всего на этой части, самой нижней. Здесь больше, здесь уже уходит на нет, потому что они осыпаются, падают сюда. Итак, работаем по диагонали, то есть вот таким образом они должны быть. Не ровно, да, вот так, а вот так по диагонали они начинают падать. И с этой стороны точно так же, потому что такая форма лепесточка. Здесь у нас больше всего внизу, далее уходит на нет. Таким же способом чуть-чуть, и здесь уже практически ничего нет. Я надеюсь, вам видно, как я окрашиваю. Они все, конечно, должны смотреть, ну, как бы в одну сторону. Вот так. Поехали здесь точно так же еще раз. Здесь больше всего пятнышек. Можно делать даже их немножечко потемнее. Вот на обильные слои пастели фломастер не очень хорошо ложится, поэтому смотрите, чтобы фломастер у вас был поярче. Я все равно это прокрашу посильнее, но тем не менее, чтобы было удобнее. Вот таким образом. И последнее. То есть с каждым штрихом наш лепесточек становится все ярче и красивее. Последний раз показываю. Снизу. Здесь больше всего. Немножечко по диагонали. Так. Здесь, здесь и здесь. Переходим к нашим листикам. Вырезаем по молду. Здесь точно так же оставляем 5-6 миллиметров. Ну, они нам нужны будут для закрепления на проволочке. Вырезаем просто по молду. Вот такого они небольшого размера. Процесс окрашивания и тонировки. Я наношу светло-зеленый и темно-зеленый вот так вот на губочку, и буду этими двумя цветами тонировать наши листики. Они могут быть вот так перемешаны. Кое-где у нас есть светлые пятна, кое-где темные. Это очень хорошо придает рисунок прожилочек, ну и так дает листу необычный живой вид. То есть, видите, у нас уже получилось, как будто мы за один раз окрасили двумя цветами пастели наш листик.
Это очень реалистично. Ну и, соответственно, с обратной стороны тоже чуть-чуть проходимся. И обязательно темной стороной, конечно, проходимся по торцу. Это обязательно, чтобы листик выглядел ярко. Ну и, конечно, здесь на уголочке, как всегда, делаем темнее. Вот такая красота получилась. Если хотите, можете еще немножечко прибавить, там где-то светленького, где-то темненького оттенка. Ну, я так немножко пройдусь. Вот такая красота. Соответственно, мы будем это все вытягивать, придавать форму нашим листикам. Поехали. После окрашивания нам нужно будет придать форму. Обязательно вытягиваем нижнюю часть, там, где мы припуск оставляли специально для этого. Вот так чуть-чуть вытягиваем. Практически 90, угол 90 сантиметров получается. Угу. Далее сворачиваем листик пополам и немножечко подкручиваем. Так, вниз. И здесь делаем волну, то есть в разные стороны подтягивая. Аккуратно, у нас фоамиран хоть и иранский, но все равно тоненький. Тут здесь можно немножко подкрутить уголочек. Можно здесь по бокам тоже немножко дать. Вот так вот подкрутиться. В целом листики, они более-менее прямые у лилии, но мы придаем реалистичность, поэтому они, может быть, на ветру немножко вот так вот погнулись. Поэтому обязательно придавайте форму, иначе они будут плоские и неинтересные. Так, поехали еще раз. После того, как мы придали форму, можно наносить лак, потому что делаем это позже, так как после нанесения лака перекручивать и придавать форму будет сложнее. Поэтому я всегда делаю это позже. Форма уже не поменяется, но листик будет блестеть. Это будет магия. Не докрашиваем лаком буквально здесь в нижней части, потому что здесь мы будем приклеивать к проволочке, а клей на лак очень плохо ложится, поэтому обязательно здесь оставляйте место. Ну вот, настоящий листик у нас уже готов.
Последнее приготовление по лепесткам у нас. Это получается вот таким образом. Мы сейчас их будем формировать. Итак, возьмем листик, складываем его, лепесточек, простите, пополам. Далее вытягиваем нижнюю часть, так же, как мы на листиках делали. Вытянули. Немножко здесь подтягиваем. То есть вот так сгибая. Хорошенечко. Здесь может даже волна образоваться, поэтому очень хорошо тянем. Вот таким образом. То есть лепесточек должен быть немного загнут у нас. Вот так получается. Далее здесь мы будем скреплять и приклеивать, а здесь он должен смотреть вот так вниз. Далее подкручиваем самый уголок сверху. Очень хорошо его прокручиваем, чтобы он обратно не раскручивался. Он должен смотреть вниз и быть хорошо прокрученным. Вот так. Далее можно сделать небольшую волну, если она у вас сама не образовалась. И теперь подкручивать края в разные стороны. То есть здесь вовнутрь, с этой стороны точно так же вовнутрь. И здесь тоже. То есть вот таким образом лепесточек начинает оживать, подкручиваться в разные стороны и становиться реалистичным. Давайте попробуем еще раз. Сгибаем пополам, вытягиваем здесь под углом 90 градусов практически. Так как мы будем крепить к стеблю вот таким образом, то есть вот так должно получиться. Далее здесь подгибаем еще раз, так как листик выгибается у нас. Спинку мы ему делаем не ровную, а загнутую, то есть вот эту вот часть, соответственно. И подкручиваем самый носик. Здесь делаем волну. Можно делать ее в разных местах, в серединке или ближе к краю, без разницы. И уже от волны подкручиваем во внутреннюю часть. Просто закручиваем вот так края лепестков. Здесь нет ничего сложного. Просто закручиваете трубочку. Вот так это происходит. Все, наш лепесточек готов. Здесь внимание, чтобы не раскручивался. Вот такая красота получается. Из простого и плоского мы сделали живой и натуральный.